Многие практикуют в своей жизни технику Вадима Зеланда «Косица намерения». Ссылку на это видео, где вы можете более подробно ознакомиться с этой техникой, у меня на канале оставлю внизу в описании. Многие пишут мне в комментариях, что не у всех получается выполнить эту технику. Я дам немного пояснений, на что обратить внимание, чтобы у вас получился результат. Скажу из своего собственного опыта. Это очень мощный инструмент. Работает, если ее, конечно, использовать правильно и регулярно. Правда, вначале получается не у всех. Это связано с тем, что косица долгое время у вас была неактивна, а тут вы вдруг решили ее расшевелить. Нужно время, чтобы она включилась в работу и набрала силу. Многие бросают ее выполнять по причине той, что не видят результата и не ощущают, не понимают, что вообще происходит. Хочу обратить ваше внимание, что это работа с энергией. Мы привыкли видеть все глазами, и очень сложно что-либо ощутить на ментальном уровне. Почувствовать. К примеру, вы пришли в спортивный зал для того, чтобы накачать свои бицепсы и трицепсы. Они у вас нулевые. От слова вообще. И если вы 2 раза в неделю позанимаетесь, то, как вы понимаете, что результат у вас будет ни о чем. Так и с косицей. Практикуясь, она со временем набирает свою силу и мощность. И если вы будете ее практиковать постоянно, конечно, не понимая, получилось у вас, не получилось ее активировать, и когда вы будете ощущать такое состояние, что вам все время хотеться будет спать, это говорит о том, что вы на правильном пути. Ваша косица активируется и таким образом набирает свою силу. Со временем вот это вот состояние такое сонное, оно пройдет. Это все нормально, поэтому пугаться не стоит. Немного поясню. Когда вы концентрируетесь на косице за спиной в области лопаток, она начинает активироваться. Вы просто прислушайтесь к ощущениям этой области. Может, что-то будет колоть. Тепло какое-то, у всех по-разному. У меня во время активации косицы за спиной в области правой лопатки жжение постоянно в одном и том же месте. И эти ощущения всегда, когда я с ней работаю на любую цель. Поэтому я ориентируюсь на эти ощущения и понимаю, что косица включилась. Рекомендую поступить так. Подумать о своей цели. Начните с простой. Чтобы получить результат сразу. К примеру, собираетесь в магазин и хотите, чтобы не было очереди у кассы. Важно формулировать цель без частицы «не». В магазине нет очереди – это неправильно. Правильный вариант будет такой. В магазине у кассы я первая. И это нужно потом представить. Вам нужно увидеть картинку и с ней отождествиться. Не наблюдать за этой картинкой со стороны, как будто вы смотрите фильм, а именно быть внутри, то есть представить, как вы стоите возле кассы. Продолжим дальше. Когда вы определились с целью, говорите слова «вижу себя», «вижу реальность» 3 раза. И концентрируйтесь на косице, на ощущениях в области лопаток. Как только поймали эти ощущения, одновременно представляйте картинку, как вы у кассы рассчитываетесь первая. Если сложно представлять картинку, можно мысленно проговаривать «я у кассы первая» и держать одновременно ощущение за спиной, картинка и ощущение. Технику можно выполнить на эту цель хотя бы за 2-3 часа, пару раз. Пойдете и проверите результат. У новичков часто бывает долго сонастройка, пока поймают ощущения, потом удержать одновременно, а так техника вообще занимает меньше минуты. Когда я задаю свою реальность, я работаю со своим желанием, например, месяц, потому что для меня важен результат, и я работаю с этим своим намерением 2-3 раза в течение дня. У меня это уже на автоматизме. И самое интересное, что результат приходит довольно-таки неожиданно. И более того, когда вы уже практикуете эту технику, и у вас есть результаты,
И со временем, когда вы эту технику используете для более масштабных целей, во-первых, вы уже не сомневаетесь, что эта техника сработает. Вы ее выполняете, вы настроили свои позитивные мысли в нужное русло, у вас нету сомнений, дурных мыслей, и Вселенная принимается за работу и выполняет ваше желание в кратчайшие сроки. Вы также можете заказывать с помощью косицы себе хорошую погоду. Предположим, вы там собираетесь в какую-то дорогу, и вам очень важно, чтобы в этот день была хорошая погода. Вы также можете себе запланировать такую погоду, даже если синоптики говорят, что будет дождь. Проверено на собственном опыте. Я говорю, например, планирую свои дела, использую косицу и говорю, что тогда-то и тогда-то будет, погода такая-то. Говорят, нет, по прогнозам будет дождь. Я говорю, а у меня будет солнце. Так что практикуйтесь, и со временем вы поймете и научитесь отслеживать эти внутренние энергетические ощущения. В следующем видео я поделюсь с вами еще более мощной техникой, которая называется косица с потоками. Эта техника еще мощнее, но ее лучше практиковать, когда вы все же освоите технику косица намерения. Всем пока! С вами была Елена Макаренко. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео каждый вторник и четверг. До встречи на канале!